Снежный барс нашел осиротевшего волчонка. Вы не поверите, что произошло дальше. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Та зима выдалась необычайно долгой и беспощадной. Морозы обрушивались на горные долины, словно острые копья, пронизывая все живое. Река сковалась толстым льдом, склоны обрушили вниз лавины, а деревья стояли немыми истуканами, скрипя под тяжестью снега. Животные забивались глубже в норы и берлоги, стараясь переждать холод. Лишь голод не давал покоя и выгонял хищников на охоту. Снежный барс Архан, хозяин этих скал и ущелий, выходил за добычей почти ежедневно. Его густая белоснежная шерсть с темными пятнами сливалась со снегом, длинный хвост помогал балансировать на камнях, а мощные лапы не проваливались в рыхлые сугробы. Его красота и сила были известны всем обитателям гор. Архан знал каждый утес, каждую расщелину. Это была его территория, и он чувствовал себя в ней полновластным хозяином. В то утро он выбрался из пещеры, ведущей вглубь скалы, и замер на каменном выступе. Холодный воздух обжег легкие, но барс лишь глубже втянул его, слушая тишину. Ни один звук не ускользал от его ушей. Ему нечего было бояться. Здесь он был на вершине пищевой цепочки. Опасен мог быть только человек, но люди редко заходили так далеко вглубь Алтайских гор. И все же Архан чуял запах добычи. Недалеко, у подножья склона, медленно бродил морал, крупный самец с тяжелыми рогами, упрямо выискивающий клочья мха под корой деревьев. Он не подозревал, что рядом смерть. Огромный барс припал к снегу, каждый мускул напрягся, хвост едва заметно подрагивал. Когда морал поднял голову, чутко вскинув уши, было уже слишком поздно. Архан сорвался с места, и мир взорвался резким прыжком. Несколько секунд борьбы, и морал обессиленно рухнул, поверженный хищником. Но радость победы прервал чужой звук. Где-то рядом раздался странный вой, переходящий в жалобный плач. Он был тонким, дрожащим и полным отчаяния. Барс насторожился, оскалился и громко зарычал, предупреждая невидимых соперников, что добыча принадлежит ему. А затем, ведомый любопытством, отправился в ту сторону. На небольшой поляне он остановился. Там, прямо на снегу, лежала молодая волчица. Ее шерсть была перепачкана кровью, глаза остекленели. Борьбой, случившейся назвать нельзя, это была бойня. Повсюду отпечатки лап собак. Люди привели их и натравили ради забавы. Архан глубоко вдохнул, морщась от неприятного запаха. Ему было чуждо это бессмысленное убийство. Он сам был хищником, но убивал лишь ради пищи. Люди же уничтожали ради развлечения. Он хотел уйти, но вдруг заметил движение у тела. Барс напрягся, готовясь атаковать, но то, что он увидел, заставило его остановиться. Крошечный волчонок, истощенный, дрожащий от холода, тщетно пытался прижаться к телу матери. Его тонкий визг разрывал тишину. Маленькие глаза, полные страха и тоски, уставились прямо на огромного белого зверя. Архан знал, закон природы суров, выживает сильнейший. Он развернулся и пошел прочь. Но позади раздался жалобный писк. Волчонок, спотыкаясь, пытался следовать за ним, перебирая крошечными лапами через ветки и сугробы. Барс остановился, оскалился и угрожающе зарычал. Малыш прижался к снегу, но, едва отдышавшись, снова поплелся вперед. Упрямство крохи удивило Архана. Вернувшись в свое логово с оленьей ногой, барс замер.
У входа, дрожа, стоял тот самый волчонок. Он не смел войти, лишь тихо скулил, глядя на грозного хозяина. Архан понимал, угрозы от него не будет. Схватив щенка за загривок, барс внес его внутрь и положил возле добычи. Но малыш был слишком слаб, чтобы отрывать куски. Тогда сам Архан, словно вопреки своим инстинктам, откусывал мясо и подталкивал к нему щенка. Насытившись, тот свалился прямо на месте, но от холода не мог уснуть. И тогда барс, сам не понимая зачем, подвинул малыша к себе и стал вылизывать его шерсть, согревая теплом своего тела. Волчонок задрожал еще сильнее, потом успокоился, прижался к нему и уснул. Архан слушал его сердце и незаметно сам провалился в глубокий сон. Прошли дни. Волчонок привык к барсу, стал следовать за ним повсюду. Сначала Архан терпеливо наблюдал за крохой, но постепенно начал обучать его. Он показывал, как подкрадываться к добыче, как замирать в снегу, как слушать ветер. Волчонок рос, креп, превращался в сильного зверя, но всегда почитал Архана старшим. Для него барс был не просто защитником, он был стаей. А стаю не бросают. Время неумолимо шло. Архан старел. Его лапы уже не были столь быстры, прыжки теряли силу. И однажды, когда снег снова укрыл горы белым покрывалом, в ущельях раздались голоса людей и лай собак. Охотники нашли след. Архан бежал из последних сил, но пуля настигла его. Она пробила задние лапы, и хищник повалился на снег, оставляя за собой алый след. Сознание угасало, но сквозь гул в ушах он услышал мощный рев. На поляну ворвался огромный волк, тот самый щенок, когда-то прижатый к его боку. Теперь он был грозным воином. Его ярость была подобна буре, собаки разлетались в стороны, челюсти рвали их на куски. Люди не решались стрелять, боясь попасть в своих животных. Вскоре они отступили, оставив барса истекать кровью. Только волк остался. Осторожно, словно помня, как когда-то Архан поднял его за загривок, он потянул старого барса в пещеру. Ветви царапали его шкуру, но волк не останавливался. Архан потерял сознание, а когда пришел в себя, понял. Рядом тепло. Его приемный сын лежал рядом, согревая его телом. Рана была вылизана, кровь остановлена. В углу лежало свежее мясо. Теперь забота была на волке. Архан уже не мог охотиться. Лапа так и осталась хромой. Но он больше не знал голода и не был одинок. В горах долго еще ходили слухи о странной паре, снежном барсе и огромном волке, что охотились бок о бок и никогда не расставались. Архан гордился. Он вырастил настоящего воина. И понимал, именно его неожиданная доброта стала началом этой истории. Закон гор суров, но прост. Нет голода, нет смерти. А звери, в отличие от людей, этих законов не нарушают. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.